Здравствуйте, мои уважаемые зрители! На дворе у нас 28 февраля, и первый мой сегодняшний обзор будет посвящен оргмоментам. Я уже вчера первый обзор не посвящал военным передвижениям, потому что объяснил, что на самом деле основная масса информации, которую я беру из открытых источников, она касается тех видео, которые сняты украинскими жителями, то есть гражданами Украины, которые наблюдают передвижение российских колонн. Соответственно, ночью обычно такие передвижения никто не снимает. А еще надо понимать, что бесконечно долго в таком темпе российские войска наступать просто не смогут. Это физически невозможно с точки зрения того, что современная армия — это в первую очередь логистика. Передовые отряды уже оторвались от своих главных баз на несколько сотен километров, это касается района Запорожья. И по любым законам развития любой военной операции они рано или поздно все равно остановятся. Я так понимаю, после того, как будет окружена группировка украинских войск в районе Донбасса, а также российские войска подойдут к Киеву, быстрых передвижений какое-то время не будет. Потому что нужно будет уничтожить окруженного противника, либо взять в плен, остальным частям нужно будет организовать логистику. Это закон любой военной операции. Именно по этой причине я все больше внимания буду уделять другим аспектам разворачивающейся борьбы. Хотя, безусловно, ежедневно я буду стараться делать несколько военных сводок. И следующее выйдет уже, я думаю, в районе 11-12 часов дня, когда я смогу собрать наиболее полную ту информацию по поводу событий, которые произошли ночью и утром. А первый обзор ежедневно теперь будет посвящать оргмоментам. И важнейший на сегодняшний момент оргмомент — это информационная борьба. Не случайно в конце вчерашнего видео я уделил очень много внимания этой теме. Вы знаете, после того, как я вскрыл вот эту преступную схему обстрела украинских городов при помощи минометов, я получил массу пожеланий здравия и долгих лет жизни. Вы поняли, о чем идет речь, да? Последний раз я получал такое количество пожеланий здравия и доброй жизни в Карабахскую войну, когда армянским моим зрителям очень не нравилось то, что я говорю. Да, потом это оказалось правдой, но в первое время им это не нравилось. Тем не менее, я очень рад такому отклику, потому что я вижу, что удар пришелся прямо в сердце. И, например, те люди, которые организовали это в Сумах и Ахтырке, им пришлось, судя по тому, что я увидел в комментариях под их социальными сетями, им приходится уже оправдываться. Потому что люди, которые меня смотрят, начинают включать мозг и задают неудобные вопросы. Как так? Ведь, например, у обстрела Града есть очевидный почерк, которых очевидно не было ни в Ахтырке, ни в Сумах. И я отлично понимаю, откуда идет истерия. И как вы понимаете, вследствие этого я абсолютно не был удивлен, когда мои оппоненты пожелали мне здравия и долгих лет жизни. Как говорится, вашей истерикой я удовлетворен. Значит, попал туда, куда нужно. А самое главное, я считаю, что я достиг того результата, который изначально запланировал, делая эти материалы. Чтобы вы наконец-то перестали заниматься подобными вещами. И мне почему-то кажется, что после вот этих публикаций не только вы в Сумах и Ахтырке, но и в других украинских городах перестаньте реализовывать вот этот чудовищный преступный план против украинского народа. И если я тем самым спас хотя бы одну человеческую жизнь, то я буду считать себя вознагражденным. А на вашу истерику и на ваши угрозы мне плевать. Мне стыдиться нечего, в отличие от вас. А вам придется за свои преступления ответить. Не передо мной, перед народом Украины. Вот это вам отличный пример значимости и важности этой борьбы. А еще я вижу мощнейший информационный вал, который сегодня пытается переломить военную ситуацию на Украине. И мне в личку приходит масса вопросов, каким образом сделать более эффективной информационную борьбу. Мне уже несколько человек написали в личку, говорят: давайте, Юрий, можно будет ваше видео распространять. Вот здесь официально всем заявляю, любой человек может брать мое видео, ставить свои паблики куда угодно, никаких санкций с моей стороны не будет. Наоборот, я всячески делаю все для того, что... Наоборот, главная задача моих видео, чтобы люди, как можно большее количество людей знало правду. Поэтому берите, не стесняясь, эти видео, ставьте в YouTube каналы, куда угодно. Я буду это только приветствовать. И второй вопрос, который вчера и позавчера мне задавался по поводу сделать английские субтитры. К сожалению, мне это делать лично очень трудно. Поэтому я предлагаю такую схему. Любой желающий, который хочет перевести на английский тот или иной мой ролик, пожалуйста, делайте это самостоятельно и присылайте мне в личку. На одном из своих резервных каналов я буду размещать эти видео с английскими субтитрами. Можете их потом уже, опять же, брать и распространять куда угодно. Опять же, это же самое касается французских, итальянских, испанских субтитров. Без проблем. Делайте, потому что это важнейший фронт информационной войны. Мы должны прорвать вот этот кокон лжи, который наши противники, надо отдать им в этом должное, умеют делать очень и очень качественно. В первую очередь я прошу, переведите на все иностранные языки вот эти два моих ролика по Ахтырке и по Сумам. Это на самом деле крайне важно. Присылайте мне в личку,
Я их буду выкладывать на отдельном канале, я еще не определил на каком, скорее всего на своем резервном канале. И вы дальше будете их распространять везде. Повторяю, на самом деле сегодня это становится важнейшим фронтом войны. Потому что киевский бандеровский режим отчаянно цепляется за власть. Он несет все большую и большую ахинею о своих победах. Знаете, как-то странно читать, знаете, ответы своих земляков. Мне, например, написали из Запорожья. Это, Юр, ну что ты все врешь? Русские войска, говорит, отброшены. Они убегают на границу, самолеты уже сбиты десятками, техника сожжена тысячами, люди умирают, там, ну, еще там 4500 написали, да, вчера вроде в ВСУ. Я им задал один простой вопрос. Ну если все так, как вы говорите, возьмите билет, съездите в Мелитополь и сделайте фотографию на фоне какой-нибудь городской администрации. На что они говорят, так там же русские. Так говорю, не только там же русские, русские уже пошли из Запорожья. Так, вот объясни мне, ты вроде бы называешь себя умным человеком. Вот как ты можешь нести вот эту ахинею, видя за окном совершенно другую реальность? Неужели тебе мозги поотшибало? На что человек говорит, ты соловьевский пропагандист. Аргументация просто потрясающая. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не хочу знать. Ну хорошо, сбили вы 27 самолетов, ну предъявите обломки хотя бы одного из них. Только нормальные подтвержденные обломки падения российского сбитого самолета. По официальным версиям вы их только 3 Ил-76. Ну хотя бы один, ладно, один Ил-76 над Васильковым сбили. Васильков находится под вашим полным контролем. Ну покажите нам вот этот сбитый Ил-76. Опять не можете. Так как можно вам вообще верить? Опять же, вчера Арестович рассказал, что российские войска от Киева отброшены. А сегодня утром они говорят, что они налажат переправу под Киевом. Вот я задаю вопрос моим уважаемым оппонентам с Украины. Вот скажите, вот как нормальный, логически трезвомыслящий человек может вот в эту противоречивую ахинею верить? Но тем не менее, миллионы людей продолжают в эту ахинею верить. Ровно так, как жители Армении первых 10-15 дней верили своему армянскому радио, что они вот-вот возьмут Баку. И вы после этого удивляетесь и обижаетесь, что вас считают психами. Вы реально психически нездоровы. И мне вас на самом деле искренне жаль. Вот вы меня ненавидите, а мне вас искренне жаль. Как доктору жаль психически больного человека. Вот наглядный пример невменяемого психоза. Да? Вот сегодня в Одессе было распространено сообщение, опять же Арестовичем, кто же еще у нас тут такие фейки кидает. Он же должен развлекать как-то свою пасту. Что в Одессе высадится десант. 11 БДК якобы вышли из портов и идут по направлению к Одессе. Ну что взяли вот эти невменяшки? Они собрали несколько тысяч бутылок, наполнили их коктейлями Молотова, сели на набережной в Одессе и начали смотреть на море. Ну как можно этих людей назвать нормальными? И дело даже не в том, что они там искренне либо неискренне в своих чувствах. Дело в том, что мозгов там нет от слова совсем. Я думаю, что никому не надо объяснять, насколько это бессмысленное зрелище. Но с другой стороны, с точки зрения киевского режима, своих адептов, по примеру Майдана 13-14 года, надо постоянно чем-то развлекать. Иначе им это очень быстро надоест. Потому что это молодые люди, которые хотят хайпа и драйва. А если хайпа и драйва нет, то очень быстро это все сойдет на нет. А киевскому режиму этого очень и очень не хочется. Именно по этой причине информационный фронт войны, он очень и очень важен. Вот это то, что я хотел сказать в этом видео. Следующее будет посвящено обзору событий на фронтах. Все, на этом пока, до свидания. Ждите следующего выпуска, на пока у меня все.